Лена жила в маленьком фермерском городке, тихая, скромная девушка, о которой никто особенно не говорил. Каждое утро она кормила птиц, помогала матери в огороде и шла в школу по пыльной дороге, прижимая книги к груди. Ее жизнь казалась простой, но за этой тишиной скрывалась история, о которой никто не знал. Ее муж, Джек, ушел служить сразу после свадьбы. Он не писал часто, но каждое его письмо она перечитывала по вечерам, как молитву. Он был тем, кто жил в мире, полном тайн и опасностей. Солдат, разведчик, человек, привыкший к тьме. Но для нее он всегда был просто Джеком, тем, кто обещал. «Если тебе когда-нибудь станет страшно, позови. Я приду». В школе Лена старалась не выделяться. Но мир редко щадит тех, кто мягок. Одноклассники насмехались над ее одеждой, над тем, что она жила на ферме. Она молчала, не отвечала, просто терпела. Не из слабости, а потому что знала, буря не длится вечно. Однажды после занятий она сидела на скамейке за школой, сжав телефон в руках. День был трудным. Хотелось исчезнуть. И вдруг она вспомнила слова Джека. Ей не нужно было ничего писать. Одно короткое сообщение, одно слово. Она нажала «Отправить». На другом конце планеты, в тусклом военном бараке, Джек посмотрел на экран своего старого телефона. Одно слово, и в нем весь ее страх. Он не колебался ни секунды. Через несколько часов уже был в самолете. Его лицо было спокойным, но глаза — стальными. Это была не миссия. Это был зов сердца. К вечеру в город въехал черный пикап. Никто не знал, кто за рулем, но воздух вокруг словно изменился. Джек появился не как герой, а как человек, который помнит обещания. Его шаги были тихими, но уверенными. Он нашел Лену, растерянную, испуганную, но живую. Просто подошел, обнял и сказал: «Теперь все хорошо. Ты больше не одна». На следующее утро город проснулся другим. Слухи разошлись быстро. Кто-то защитил Лену, кто-то сказал, что видел незнакомца, похожего на военного. Но она никому ничего не объясняла. Просто шла по улице с легкой улыбкой. Через несколько дней в школе все изменилось. Люди, которые раньше насмехались, теперь отворачивались, не решаясь встретиться с ней взглядом. Она больше не боялась, не потому что рядом был кто-то сильный, а потому что почувствовала эту силу в себе. Джек уехал так же тихо, как и появился. Но каждое утро, когда Лена открывала окно, ветер приносил запах далекой дороги. И где-то там, за горами и морями, человек, которого она любила, знал, его обещание сдержано. Эта история не о мести. Она о любви, которая сильнее расстояний. О том, как одно простое слово способно изменить все. И о девушке, которая научилась быть смелой не потому, что ее кто-то спас, а потому что однажды кто-то поверил в нее настолько, что она поверила сама.